Градусник показывает минус, выпал снег, пришел декабрь. А это значит, что пришло время для зимних историй. Погнали! Началось все с того, что нашему другу Максимке приспичило погулять. Ну и он решил собрать небольшую компанию, потому что одному скучно. Он позвонил мне, я позвонил своим товарищам. Договорились встретиться в центре, ну и, собственно, погнали собираться. В нашу сходку окликнулось человек 5. Собственно, была большая мотивация пойти погулять такой большой компанией. Ну и мы собрались, я взял Максимку, взял тюбинг, оделся в рыбацкую одежду, чтобы не замерзнуть. Правда, за ночь намело немного снега и возникли небольшие проблемы. В центре встретились, разговорились, ну и пошли в снежки играть. Начались неплохие батарии. В центре было очень много народу, да и наших знакомых тоже было немало. Короче, хорошо так поиграли в снежки. К сожалению или счастью, снег тогда напоминал больше лед, но никого не пришибло, и все дальше пошли гулять. Максимка во время этой бессмысленной войны сходил в киоск, купил петард, но, как оказалось, ни у кого из нас нету ни зажигалок, ни спичек, и возникла небольшая проблема. Никому из нас не хотели продавать ни спички, ни зажигалки, потому что был пожароопасный сезон, да и даже взрослым не продавали. Но все же, спустя много магазинов, мы нашли тот, в котором нам продали зажигалку. В принципе, можно было и дома сходить, но идти 20-30 минут до дома никто не захотел. И когда все наши камни бесконечности были собраны воедино, а именно зажигалка и петарды, тогда и началось веселье. Парочка улетела в сугроб. Мы даже изначально захотели в тот ларек накидать, в котором нам не продали, но воздержались. Одна петарда даже попала в центр, откуда шли все гирлянды, но ничего там не коротнуло, и они все так же продолжили гореть. Но, к сожалению, петарды кончились. Да и холод начал активизироваться, уже где-то минус 15, может 20 было градусов. Ну и мы решили десантироваться в ближайший магазин, чтобы немного отогреться. В том здании, кстати, стоял игровой автомат, одна попытка стоила где-то 10 рублей. Мы потратили 100 или 200 рублей и ничего не выиграли. Вот так вот. Ну и пошли дальше гулять. В центре стояли линии, обмотанные гирляндой, ну и мы решили возле них сфоткаться. Фотка, кстати, неплохая получилась. Погуляв туда-сюда, походя по магазинам, мы окончательно нагулялись, ну и пошли по домам. Попрощались с половиной нашей компании и пошли своей дорогой. Путь наш шел через железные пути, и на них оказалось, что у нас остались еще петарды. Один наш смелый друг решил запульнуть ее в вагон, ну и мы быстренько оттуда после этого снимали. Погода в декабре тогда была суровая, градусник уже упал до минус 25, да и, если честно, уже очень сильно стемнело, и мы решили наконец-то волонтироваться домой. Но по темноте созрела небольшая идея посетить выставку ледяных фигур. Она как раз была по пути, да и вряд ли это много времени бы заняло. Экспонаты выставки были, в принципе, неплохие, но мне далеко до этого искусства. По дороге мы расстались с нашими друзьями, ну и быстренько побежали домой. На часах было уже часов 10-11, да и учитывая то, что мы пошли гулять в 2 часа, можно сказать, что неплохо мы за этот день нагуляли. Ладно, всех с наступающим, и скоро выйдет еще один видеоролик, уже посвященный новостям канала.